Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, как обычно, лайки, подписки, комментарии, колокольчики, и у нас новый урок. Поехали! Итак, вернулась моя клиентка с категорически разными руками. Красная и синяя. Вместе они смотрелись потрясающие, но клиентка немножечко подустала. Поэтому сегодня мы ей будем делать разные руки, но одинаковые. Ну да, вот такой вот каламбур у нас будет с вами получаться. У нас будут две разных руки на одинаковом белом френче. Итак, сегодня будет одна рука. Но для того, чтобы сделать френчик, нам с вами необходимо выполнить коррекцию. И поскольку ноготочки у нас перед этим были выполнены прозрачным материалом, то нам нужно снять основную массу материала для того, чтобы заложить камуфлирующий гель. Если мы не заложим камуфляжик под френчик, то френчик у нас будет светиться и будет не совсем красиво. Поэтому максимально снимаем материал, отодвигаем апельсиновой палочкой кутикулу, убираем пузырики, наносим праймер, базовый гель. В общем, все как обычно. Дальше моделирующим гелем выстраиваем высоту. В данном случае высоту будем выстраивать в два этапа. Первым этапом камуфлирующим гелем, чистым камуфляжиком, делаем растяжку на свободном крае, получается, не дотягиваем материал до кончика. А уже вторым слоем, замесом из камуфляжа с прозрачкой, выстраиваем на готовность архитектуру ноготочка. Далее быстренько все это безобразие опиливаем, как обычно, изначально фрезой, потом пилкой. И в принципе наши ноготочки готовы. Теперь переходим непосредственно к рисованию френчика. Френчик мы сегодня с вами будем рисовать косой кисточкой. И, как я поняла, моя белая красочка по опиленной поверхности рисует очень сложно, очень плохо и очень нудно. Вообще, где-то мне там советовали перед рисованием френчика покрыть ноготочек финишем. Хорошая была, кстати, идея. В следующий раз надо будет ею воспользоваться. К сожалению, вспомнила я об этом слегка поздновато. Но, тем не менее, как бы там ни было, мы нарисовали френч и на двух пальчиках рисуем розовые букетики. У нас сегодня будет такой себе очень весенний, очень нежный, потрясающий, благородный маникюр. Такой дизайн понравится, скорее всего, многим моим зрительницам, поэтому слушайте внимательно, что мы с вами делаем. Розовым оттенком мы нанесли подмалевки под розы и сразу же здесь же, смотрите, вот так вот левой ногой ставим теневые моменты. Вот как поставятся, так и будет. Главное, по кругу, имитируя лепестки розочек. В принципе, на розочки у нас уже похоже. Далее, для того, чтобы сделать это более живым, ярче, интереснее, мы к розам добавляем зеленые листики. Можно было сделать листики, допустим, золотые или листики белые, тогда бы это все смотрелось еще нежнее. Но поскольку клиентка у нас все-таки никакого отношения к невестам не имеет, совсем-совсем невестин маникюр, мы решили не делать. Далее начинаем прорабатывать наши розочки. Смешали белый гель-лак с финишем, наносим лепесточки и немножечко растушевываем. У нас получается заготовка лепестков для наших роз. И вот этот предыдущий этап, который у нас был нанесен, это как раз-таки светотеневые моменты наших розочек.
В зеленые листики нам тоже нужно нанести светотеневые пятнышки. Берем светлый зеленый и расставляем блики. Ну а теперь все решает прорисовка. Как обычно, нам необходимо все это безобразие прорисовать. Берем беленькую красочку, тоненькую кисточку и прорисовываем наши розочки. Грубо говоря, прорисовываем по схеме трафаретной розы. Эта схема у меня на канале есть. Я ее вам на листике рисовала. Урок так и называется «Схема трафаретной розы». Обязательно посмотрите. Далее, как обычно, нам осталось просто перекрыть дизайн финишным покрытием. Все, ноготочки наши готовы. Итак, вот такие потрясающие ноготусечки у нас получились. У клиентки безумно длинное ногтевое ложе. Ноготочки хоть и коротенькие по свободному краю, но в принципе практически в длину ногтевого ложа. Здесь длины свободного края не так уж и много. Надеюсь, вам сегодняшний вариант понравился. Надеюсь, вы довольны, потому что мы с клиенткой довольны очень. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте поставить лайки. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!